После Наджрана мы благополучно переночевали вот в этой замечательной деревне Хохран Аль-Джануб и отправились на осмотр местных достопримечательностей, которые выглядят вот так. Это интересные домики, необычная архитектура, типичная для юга Саудовской Аравии. Примечательны эти деревушки тем, что это не музейная территория, а настоящие жилые дома. Часть из них используется как хозпостройки. Такая вот красивая южно-саудовская деревня. Интересно заглянуть, что же там находится внутри. На завтрак заглянули в маленькую локальную кафешечку. Мы очень любим подобные места. Кстати, можно рассчитаться картой. Повсюду в Саудовской Аравии, даже в маленьких кафе это работает. Зашли в кафешку, называется Фалафель. Фалафель Best. И бесплатно нас покормили, сказали нет, нет, нет. Платить ничего не надо. Добрались до следующего места. Тут уже так холодно. Вот вообще не подумаешь, что это Ближний Восток. А еще мы в городе, в котором были в Абха, не Абха, нет, не Абха. Абха впереди. Дхархан или нет? Дхархан какой-то, да, город. Обезьян видели уже, которые возле мусорки бегали, да, бабуинчики. Вот, непривычно для Ближнего Востока обезьян видеть и такую архитектуру. А тут еще и высоко, 2400 над уровнем моря, 2400 метров над уровнем моря. И прохладненько, и пейзажи такие дальневосточные. Тибетский. Говорят, надо себя снимать, но так неудобно постоянно это делать. Еще ракурс какой-то бывает снимешь, а ты выглядишь там криво-косо как-то. И эти снимают с направленными микрофонами, поэтому они направляют постоянно на себя. А мне так неудобно, у меня петличка. Я могу просто вот так повернуть и показывать не свою мордочку, а вот эти красивые домики. Или марьяшу. Домики или марьяж? Домики и марьяшу. О, телевизор. Вот так камушки стоят. Вот такой стиль. Тут, наверное, больше дождей уже, из-за этого так сделано. Чтобы не размывало глину. Дождь идет в Саудовской Аравии. Вот так вот горная часть. И тут уже это более привычно. Подъезжаем к городу Фаршан, точнее, вот мы заехали. Уже зелени вот так много. У нас абая в стиле Adidas. Вот такое место продают веночки из цветочков. Я не знаю, это традиционный наряд, я так понимаю, традиционные украшения. Да, из
обрывцы. Я не знаю, да, как по-русски, как по-английски. И вот наш водитель. С петрушкой ходит на голове и вообще странно. Да, с петрушкой на голове это особенно. Купит, короче, оденет. Не, он платит. Легко белый Приветливый чувак, парень, говорит. видишь, вообще. Да. Вау. Боже, сколько их много. Тут уже гористая местность, очень. Вокруг высокие горы, красиво. И почему-то жарко. Проходили мимо, увидели вот этих ребят, решили подойти поздороваться. Кстати, одеты они так не для туристов. От деревушки Дайер мы словили машину, чтобы подняться высоко в горы. И вот водитель нам предложил заехать посмотреть кофейную плантацию. Шикарные виды вокруг, завораживающие горы. Очень красиво. А вот непосредственно и кофейная плантация. Как минимум ради одного вида стоило сюда приехать. Довез водитель нас до местечка красиво, покатал тоже немного. Камера разрядилась. О, гром гремит. Надо ставить палаточку. Так, сейчас будем выбирать место. В Саудовской Аравии ливень, а мы в палаточке. Будем спать под приятные звуки.